Друзья, Blizzard выкатил огромный патч-ноут об обновлении, которое появится в игре 29 октября. И это обновление посвящено турниру «Битва миров» среди китов, ну и также достаточно сильных игроков за звание самых лучших игроков Diablo Immortal. Но также помимо всей этой битвы миров, которая, может быть, меньше интересует игроков примерно моего уровня развития, также в игре появится огромное количество новых функций и исправлений, о которых мы подробно сегодня поговорим. Друзья, я уже публиковал эти новости в своем телеграм-канале, и мне было приятно получить практически мгновенную обратную связь от подписчиков телеграм-канала, которые отвечали и давали свое мнение. Поэтому, друзья, если вы еще не подписаны на телеграм-канал DI Tools о Diablo Immortal, обязательно подпишитесь, потому что эти новости выходят буквально сразу после публикации разработчиками патч-ноутов. А я напоминаю, что в описании к роликам я всегда оставляю тайм-коды, чтобы вы быстро могли перейти к интересующей вас теме. Поэтому, друзья, устраивайтесь поудобнее и давайте скорее разберемся, что нового у нас будет в игре. Ну и, конечно, обновление приурочено к старту битвы миров. Будут отборочные матчи, регистрация и так далее. Обновление у нас вступит в силу с 29 октября. И, друзья, в этом патч-ноуте будет подробная информация о битве миров. Мы вскользь ее пройдем, но мы коротко затронем, потому что даже игроки моего уровня, это где-то 2500 резонанса и в районе 5000 второстепенной статы, участвуют в таких PvP-событиях, и я тоже буду участвовать, но, скорее всего, не пройду отборочные матчи. Но мы посмотрим, что же можно будет получить за отборочные матчи в этой битве миров. И у нас в этом патчноуте будет информация еще о новых фамильяров, которые получают амальгамы. От слова amalgamation — это слияние или объединение, но мы подробнее об этом разберемся чуть-чуть позже. Также у нас стартует фантомная рулетка, новые легендарные сущности у нас появятся 29 числа. Поговорим об обновлении функций и исправлении ошибок, друзья. И надо будет уже готовиться к битве миров с 5 по 9 ноября. Будут регистрационные события, и окончание регистрации будет 9 ноября, поэтому в этот период надо будет подать заявку и скомпоновать себе команду из PvP игроков. Первый раунд пройдет с 10 по 14 ноября. Далее с 11 по 21 ноября 64 команды с разных серверов будут сражаться в 9 часов по серверному времени. Ну и финал первого раунда пройдет с 22 по 23 ноября. Ну и далее у нас будет второй раунд, межрегиональный поединок по результатам первого раунда. Будут формироваться квалификационные команды, и приглашения все получат с 24 по 30 ноября. Все это, конечно, очень здорово. Потом у нас будет еще двойной круговой турнир в начале ноября, где можно будет зарабатывать очки. А грандиозный финал пройдет 9 декабря. Также эта битва миров получит ряд обновлений, будет новый режим зрителя, новые системы прогнозирования. Вы сейчас все это видите на экране и можете поставить на паузу, чтобы почитать автоматический перевод Google переводчика. Но, друзья, я думаю, что самое интересное вам будет, какие награды получат игроки за участие в этой битве миров. И что касается первого и второго места, и третьего я прокручу, потому что, наверное, ребята сражаются не за 10 легендарных глифов. Ну, самое интересное, наверное, это награды за матч и победу в отборочном матче. Да, это примерно то, на что могут рассчитывать игроки примерно того уровня, на котором играю я. Мы получим золото, различный лом, один сетовый предмет, ну и одну легендарочку.
ничего особенного. Ну, в общем, если вы хотите попрактиковать свои навыки в PvP, то обязательно собирайте команду для этой битвы миров, чтобы поучаствовать и еще раз разнообразить свой геймплей в игру Diablo Immortal. Но, друзья, я думаю, самое интересное, что вы ждете от этого обновления, это какие новые функции у нас появятся в игре. И тут все очень интересно, потому что я публиковал у себя в телеграм-канале новость о том, как разработчики в сети X, бывший Twitter, опубликовали пост с фамильяром, который немножечко изменен по цвету. Это, по-моему, был топовый, легендарный уже трансмодификация этого фамильяра Гибла-Шастиня, когда он в стрекозу превращается. И там они писали: не видите вы здесь ничего необычного. И многие комментаторы там не заметили ничего особенного, кроме другого цвета этого фамильяра. Но на самом деле у него была одна черта голубого цвета. И вот в этом патч-ноуте они подробно разжевывают всю эту новую механику преобразования фамильяров. Теперь, друзья, у нас появятся в Diablo Immortal новые фамильяры слияния или фамильяры амальгамы. Слово amalgamation в прямом смысле означает слияние, объединение или сплавление. Если очень коротко, то это новый этап преобразования фамильяров, и во время преобразования именно аберрантных фамильяров у нас есть шанс получить этого фамильяра амальгама. Они получают новую легендарную черту амальгаму, которая как раз и обозначается этой иконкой с синим фоном. Шанс получить такого гибридного фамильяра есть при любом преобразовании аберрантного фамильяра, но он крайне мал, поэтому надеяться на то, что ты сразу получишь амальгама, не стоит. Хотя, если ты добавишь камень преобразования, то вероятность повысится, особенно если не используется фамильяр другого подвида. При этом, друзья, если вы уже используете во время преобразования фамильяра амальгама, то результат гарантированно будет того же вида или с одной из других амальгам. Но на самом деле, если все это упрощать, то вот это амальгамное свойство, оно усиливает именно базовое умение фамильяра. И, судя по описанию в патч-ноуте, довольно существенно. Давайте коротко посмотрим на эти улучшения, и здесь они очень подробно описаны. Например, вот у Ворога обычный активный навык. Он выбирает врага и наносит 38% урона от персонажа каждые полсекунды. Но этот амальгамный навык, он нацеливается на врага, наносит урон молнии каждые полсекунды и еще проводит заряд молний по 3 ближайшим противникам. То есть у тебя в 3 раза увеличивается урон. Также уменьшается время восстановления. Если обычное свойство, оно 20 секунд кулдаун имеет, то амальгамное свойство 12 секунд. Или, например, котика, которого я использую, это у нас сумеречный бродяга здесь переведен, но это на самом деле мракошнырь, он, по-моему, по-русски называется. И обычный у него активный навык очень простой. Ты получаешь просто щит, покров духа. Он не наносит урон противникам, он просто дает тебе защиту в размере 240% урона твоего как персонажа. Но если ты получаешь вот это амальгамное свойство, то это свойство добавляет дополнительный слой ледяного щита, который еще и дамажит при атаке противников. Очень интересно. Друзья, вы можете подробно почитать предварительно все эти свойства, нажав на паузу. Но здесь я, конечно, не буду подробно на них останавливаться, потому что еще не очень хороший перевод. Я думаю, что как только это обновление появится в игре, мы все эти свойства сможем найти и подробно по ним пройтись. Я считаю, что это очень классное изменение, потому что действительно фамильяры у нас достаточно давно не получали никаких бонусов, и я думаю, что следующим этапом развития будет использовать какие-нибудь пробуждения на них или вставлять камни фамильяров. Теперь это уже полноценная часть билда, и фамильяр — это уже не просто какой-то твой спутник, который подбирает предметы, это персонаж, который действительно улучшает твои навыки и увеличивает твой урон, друзья.
Ну и следующая у нас новость очень интересная, потому что с обновлением 29 октября нас ждет очередная фантомная рулетка. Она будет называться «Вечные объятия» или «Eternal Embrace». Очень интересно. И вы все правильно поняли, это обычная фантомная рулетка. Еще раз вы можете получить крутейшие скины. Я считаю, что в этот раз это действительно классные скины, потому что там есть два дополнительных персонажа. Главное, чтобы они были не временные, как предыдущие рулетки, что-то там с детьми «Небо». Я делал по ней отдельный обзор. Сейчас будет информация по этому ролику. В общем, это новая рулетка. Стартует 29 октября и продлится она до 19 ноября. На самом деле, первый взгляд на скины, друзья, довольно приятный. И действительно, вот эти два дополнительных персонажа делают этот скин необычным. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Я знаю, что скины — это дело вкуса, и не всем они приходятся по душе, но мне эти скины нравятся. И я обещал, на самом деле, что как только у меня будет 1000 подписчиков на YouTube, я прокручу эту рулетку на видеоролике. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал и вам нравится контент, который я делаю, вы его смотрите, обязательно подпишитесь. Ну а если видео нравится, поставьте лайк. И мы прокрутим с вами вместе эту рулетку. Ну и как я сказал в самом начале ролика, нас 29 числа ждут новые сущности для всех классов, потому что это неделя, когда мы перейдем на 1100-й парагон. Я уже сегодня в метро немножечко погонял подземелья, я видел много игроков уже 1100 уровня. На самом деле, друзья, я не советую вам переходить на 1100 уровень заранее и тратить кучу своего времени, самого драгоценного ресурса, который у вас есть в реальной жизни. Вы спокойно это сможете сделать на этой неделе, просто выполняя ежедневные задачи. Ну и самое главное, что 29 числа у нас выйдет огромное количество новых сущностей, и собрать их все можно будет, открыв все ваши сундучки, а также мистические предметы и экипировки, которые вы копили всю предыдущую, текущую на данный момент сложность. В общем, друзья, я считаю, что это пустая трата времени, готовиться к уровню заранее и на 20 вперед уровней переходить на 1100, потому что все эти сущности вам придется искать заново, если вы их открываете и поднимаете свой боевой рейтинг. Но это, конечно, дело вкуса каждого. И если мы посмотрим на патч-ноут от разработчиков, то каждый класс у нас получит по 6 новых сущностей. Вы сейчас видите их на экране, я подробно их разбирать не буду, их можно прокрутить и для своего класса запаузить и просмотреть. По охотнику на демонов мне очень интересно. Я, конечно, дождусь, когда они выйдут в игре, чтобы подробно их разобрать, потому что это, конечно же, контент для нового билда, который я обязательно соберу и опубликую на своем канале. В общем, все у нас классы получат новые сущности, поэтому не открывайте свои сундучки, которые вы копили весь текущий уровень сложности. Также, друзья, у нас понерфятся некоторые навыки особо сильных классов, о чем игроки в PvP через тему буквально постят на Reddit, что матчинг несправедливый и все очень плохо. И давайте посмотрим, что у нас касается изменения баланса классов. У нас изменится у охотника на демонов, но это касается чисто анимации. Будут изменения у друида, у монаха, у некроманта и у бури с волшебником. Не так много на самом деле, и некоторые из них касаются анимаций. Поставьте на паузу, чтобы посмотреть, что именно изменилось, чтобы знать, как оптимизировать свои билды. Еще одна очень крутая функция появится в игре после обновления 29 октября. Разработчики упоминали о ней уже в предыдущем патч-ноуте и говорили, что они ее подкручивают, чтобы все работало
идеально. Эта функция называется «Благословение на легендарке». Короче, разработчики решили немного облегчить жизнь игрокам и добавили часовое ежедневное благословение. Его можно будет активировать в любое время, чтобы увеличить шанс получения нужных легендарных предметов. Короче, самое интересное, что это благословение можно включать и ставить на паузу в течение недели, то есть использовать ровно тогда, когда ты играешь. Во время действия бонуса эффект распространяется на все легендарные предметы, выпавшие с монстров, но сундуки, ивенты и некоторые другие источники под это не попадают. Это нужно иметь в виду. То есть, если вы увидели красного монстра, то наверняка выпадет легендарочка, на которую вы получили повышенный дроп. И будут доступны 3 типа благословений. Это Rarity Blessing, то есть увеличивает шанс выпадения высокоуровневых легендарках. Здесь, наверное, речь идет о 3-3-3-4, то, что в основном падает какая-то фигня, типа там 2-1, а здесь действительно уже, когда вы, например, активируете 10 эссенций ужаса, у вас тоже гарантированно выпадает легендарочка повышенного качества 3-3 или 3-4. Аналогичная ситуация, поэтому надо будет охотиться за супер крутыми монстрами, чтобы насобирать именно качественных легендарных предметов. Также будет тип благословения Essence Blessing. Он повышает шанс дропа предметов с аффиксами, которых у вас еще нет. Очень интересно. Ну и класс Blessing, это вообще мне очень нравится. Она позволяет выбрать класс и чаще получать легендарки других классов, чтобы заранее подготовиться к смене. И это очень классная функция, друзья, потому что переход на другой класс делает игру гораздо более разнообразной. Но весь этот фарм новых эссенций для того, чтобы раскрыть потенциал нового класса по максимуму и собрать идеальный билд, занимает огромное количество времени, которое никто не хочет тратить. В общем, друзья, я считаю, что это событие реально улучшение качества жизни игроков, и за что разработчикам большое спасибо. И, кстати, в комментариях под этим постом, потому что все эти новости уже вышли у меня на телеграм-канале DI Tools, было много комментариев, что подписчики действительно рады именно этой функции. Ну и, друзья, какие еще функции нас ждут после обновления? Изменится немножечко функционал поля боя. Теперь игроки, которые любят залетать в зону спавна противника или вылетать за карту с помощью навыков, получат по заслугам. А я, друзья, на самом деле ненавижу игроков, которые постоянно залетают в зону спавна, когда они там не должны быть, и всех убивают. И пока ты не закончишь с этим игроком, ты не можешь нормально играть и собираться для того, чтобы выйти и сопровождать идолов. В общем, такие игроки, если они пересекают запретную зону, их оттянет сразу же обратно и отнимет у них 55% максимального здоровья. То есть, если они на половине своей жизни, то они просто умрут и будут спавниться в своей части поля боя. Однако, если вы проникнете в зону спавна второй раз, то это моментальная смерть и возрождение на своей базе. Очень интересно. То же самое касается как раз и выхода за зону поля боя, где ты не должен быть. Иногда игроки используют свои навыки для того, чтобы это сделать и переместиться в другую часть поля боя. Я такого, честно говоря, не встречал, но видел, что игроки обсуждают это. Еще одна функция появится – это опрос после матча. После завершения PvP боя теперь появится небольшой опрос, где можно будет оценить матч. Разработчики обещают использовать эти данные для улучшения баланса и подбора соперников. На самом деле это очень странная функция, хотя и полезная, на мой взгляд. Но если вы будете в проигравшей команде, то наверняка вы поставите наименьший рейтинг, чтобы матч был несправедливый. А если вы выиграли матч, то наверняка вы поставите лучшую оценку, что матч был справедливый. Им, конечно, нужно будет учитывать, какая из команд выиграла и какой игрок из какой команды проголосовал в этом опросе. Ну и также у нас изменится механика миграции с сервера на сервер.
Если вы относитесь к фракции тени и решили сменить сервер, то во время действия текущего цикла прогресс по полученным плащам теней у вас сбросится до следующего цикла. Если, друзья, вам нравится носить вот этот вот оборванный плащик, ну, у меня уже самый топовый плащик 24 уровня, и мне на самом деле нравится его носить, потому что именно самый большой плащик выглядит более или менее, и вы захотите мигрировать на новый сервер, то все у вас плащи исчезнут, пока не стартует новый цикл, и вы не получите все эти плащи заново. Также разработчики изменят уведомления и улучшат механику работы с ними. Теперь часть уведомлений можно будет пометить как прочитанные одним кликом, а часть нужно будет просматривать вручную. Очень приятная мелочь, потому что с уведомлениями всегда какая-то труба. Их либо слишком много, либо их вообще нет, что очень странно. Ну и благословенный охотник, одно из самых спорных событий за последнее время, оно будет продлено до 17 декабря. Напомню, друзья, что я делал ролик по этому событию «Благословенный охотник», пока не разобрался в его механике. Но, по сути, событие оказалось достаточно интересным. Оно позволяет тебе набрать необходимое количество сетовых комплектов, а также ненужное разобрать на мифические обрывки, чтобы подготовиться к новому уровню сложности или подготовить ресурсы для того, чтобы крафтить и ролить нужные сетовые комплекты. Это вся основная информация, которую разработчики указали в патчноуте. Что вы думаете по этому обновлению, друзья? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, а мы с вами увидимся в следующем ролике.